Украина потеряла территорию. Трамп резко ставит точку. Громкое заявление из Белого дома. Путин требует капитуляции Зеленского. Зеленский отвечает Кремлю. Обращение с Запада к россиянам. Чем удивил Мерц и кто считает, что Россия проиграла в войне с Украиной. Итоги переговоров в Берлине. Удар по гордости России. Спецоперация СБУ. Украина заявляет об уничтожении подводной лодки в Новороссийске. Как и чем отвечает Москва, что рвануло в бухте. Никаких новогодних праздников в России и Беларуси. Гражданам Латвии советуют не ехать в соседние страны. Что на этот раз? Уровень доверия к Зеленскому перед возможными выборами президента, наказание для немецкого депутата, который решил вспомнить Гитлера в Бундестаге, и Камала Харрис начинает охоту, как демократка хочет выбить президентское кресло из-под Трампа. Об этом и не только, досмотрите. Всем привет, это «Время прятков», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка, друзья. Прямо сейчас, пожалуйста, нажмите лайк, поделитесь этим видео на своих страницах в соцсетях, а я начинаю. Изгнание копейки из украинских кошельков. Окончательное решение принято. Профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект о переименовании копеек, которые, как заявляется, напоминают о советском прошлом. В шаге. По словам главы комитета по вопросам финансов Гетманцева, парламенту рекомендовано принять за основу и в целом данный законопроект. Это фундаментальная и сногсшибательная реформа, уверен народный депутат. По данным Нацбанка Украины, в обиходе сейчас почти 14 миллиардов монет. Не ехать в Россию и Беларусь и не отмечать там Новый год и Рождество советует гражданам Латвии Государственная служба безопасности республики. На сайте ведомства говорится о высоких рисках допросов, вербовки и провокаций со стороны спецслужб этих стран. Спецслужбы Риги уточняют, если латвийцы попадут в трудную ситуацию в России или Беларуси, возможности латвийских властей помочь им будут крайне ограничены. Тем, кто все же решит ехать, СГБ советует не брать с собой личные вещи, мобильные телефоны, компьютеры и носители данных. На границе устройства могут быть проверены, данные скопированы, а сами телефоны заражены шпионским ПО. Государственная служба безопасности предупреждает, что выявление потенциальных целей для вербовки начинается уже на пунктах пограничного контроля, где представители спецслужб могут выдавать себя за пограничников или использовать другие прикрытия, как сотрудников правоохранительных органов, так и любых других российских или белорусских учреждений. Напомню, между странами Балтии и России в последние годы напряженные отношения. Практически на каждое заявление со стороны Риги, Вильнюса или Таллина реагирует российский МИД, часто называя действия и заявления властей стран Балтии русофобией. Германия представила план из 10 пунктов по углублению оборонного сотрудничества с Украиной. Документ был обнародован во время визита Зеленского в Берлин. В плане Германия заявляет о своем стремлении добиваться более тесной интеграции украинской оборонной промышленности в общий рынок обороны ЕС. Для этого должны использоваться европейские инструменты финансирования совместных закупок вооружений, сказано в этом документе. Фактически речь идет о том, чтобы украинские заводы стали частью общеевропейских цепочек производства и поставок оружия. Также Берлин вместе с партнерами по ЕС намерен закупать для Киева вооружение, в том числе выпущенное в Украине, например, БПЛА. По оценке немецкой стороны, такие дроны могут быть интересны в рамках будущей общеевропейской системы ПВО. Германия и Украина также примут комплексные меры по предотвращению коррупции, говорится в заявлении, где признается обеспокоенность Запада крупнейшим коррупционным скандалом за время войны в Киеве, который привел к отставке 2 министров и руководителя администрации Зеленского. Украина готовится к выборам. В офисе Зеленского уже думают, как их организовать, а Верховная Рада разрабатывает законодательные механизмы, которые позволят проводить выборы в условиях военного положения. Из новаций, сообщает издание РБК «Украина», рассматривается возможность многодневного голосования, но уложиться надо в 60-дневный срок, как при досрочных выборах президента. Однако большинство украинцев, 57%, против голосования под обстрелами. В этом уверяют социологи. Киевский международный институт социологии пишет, что только 9% респондентов считают, что выборы в стране необходимы уже сейчас, до прекращения огня. А на вопрос социологов, сколько еще времени вы готовы терпеть войну, 63% украинских граждан заявили столько, сколько потребуется. Что думаете об этих данных? Верите ли вы в принципе социологам? Пишите свои ответы в комментариях. Москва и Киев практически договорились. 90% вопросов между Украиной и Россией решены после последних переговоров в Берлине. Sky News со ссылкой на представителей США пишет о том, что гарантии безопасности стали одним из ключевых направлений обсуждения. У Трампа считают, что Россия будет согласна, если Украине будет дана гарантия, аналогичная статье 5 НАТО, согласно которой нападение на одного члена Альянса рассматривается как нападение на всех.
Американский чиновник добавил, что после последних переговоров произошел прогресс в сокращении числа разногласий между Россией и Украиной, а также состоялись более углубленные обсуждения территориальных вопросов. По словам источника, Россия будет открыта к вступлению Украины в Европейский Союз, а США считают, что Россия примет гарантии, предусмотренные в соглашении. Несмотря на прогресс, о котором заявляли американцы и украинцы, в Берлине переговоры были непростыми и больше похожими на перетягивание каната даже без участия России за столом. Вашингтон требовал быстрых решений, Зеленский и европейцы настаивали на том, что надо решать то, что считается разногласием. Wall Street Journal пишет, что американская сторона казалась не готовой идти на компромисс по своему проекту мирного предложения. Речь на этот раз о территориях. Вашингтон по-прежнему считает, что Украина должна отдать Донбасс, Киев повторяет, это капитуляция. Среди ключевых спорных моментов Украина отвергает призыв Вашингтона вывести свои силы из части Восточного Донбасса, которую еще удерживают силы Киева. Европейские и украинские чиновники требуют ясности относительно того, что сделают США, если Россия нарушит мирное соглашение и нападет на Украину. Зеленский на переговорах требовал сначала гарантии безопасности, а уже потом окончательное соглашение. В то время как США предлагали многоэтапный подход, при котором гарантии будут формализованы со временем. Такую последовательность Киев воспринимает с осторожностью, пишет Киев-Пост. При этом Украина вновь повторяет, готова к остановке огня по линии фронта и завершению войны по той же линии фронта без отвода войск. Высокопоставленный западный чиновник охарактеризовал переговоры как попытку обеспечить защиту, аналогичную статье 5, без самой статьи 5. «Это узкий мост, по которому все пытаются пройти», сказал он Киев-Пост, добавив, «Украина хочет определенности. США хотят свободы маневра, а Россия хочет права вето на то и другое». В Москве тем временем уже отреагировали на предложенную Зеленским сделку. Киев, как вы помните, готов отказаться от вступления в НАТО, против которого и так выступают некоторые партнеры Украины. У Путина ответили, ждут ли официального документа о невступлении Украины в альянс. Естественно, этот вопрос один из краеугольных, и, конечно же, он подлежит особому обсуждению на фоне остальных. Но в этом как раз и заключается переговорный процесс, который я еще раз хотел бы отметить. Мы не хотим вести в мегафонном формате. В то же время так и не ясно, каким будет итог по территориям и кто от чего откажется. Западная пресса выражает удивление позиции Белого дома. Президент России Владимир Путин хочет территории, сказал чиновник, добавив, что Соединенные Штаты требуют, чтобы Украина отошла от этих регионов, а Киев отказывается. Немного поразительно, что американцы занимают позицию россиян по этому вопросу, добавил чиновник. Путин требует капитуляции Зеленского. Такова позиция России, и о ней в интервью западной прессе заявил посол РФ в Великобритании. Фрагмент этой беседы активно обсуждается в сети. Вот что сказал Келлен. Определенно, это не должна быть сделка. На данный момент нужно говорить о капитуляции, потому что Киев должен думать не о сделке, а прежде всего о реальной ситуации на земле, о состоянии экономики Украины и о ситуации в Европе, где больше нет денег, свободных средств для Украины. В то же время о капитуляции России говорят на Западе. Представитель ядерной страны Франции Жан-Ноэль Барро заявил о поражении сил России на территории Украины. В Украине Россия терпит поражение политическое, военное и экономическое. Медленный прогресс на линии фронта достигается ценой бесчисленных человеческих жизней. И именно на этом фоне сегодня в Берлине продолжаются обсуждения между украинцами, европейцами и американцами. Именно в этом контексте европейцы решили взять свою судьбу в свои руки, приняв очень значимые решения, начиная с того, которое было принято в пятницу, лишить России ее активов в Европе на столько времени, сколько потребуется, до тех пор, пока Россия Владимира Путина не прекратит свою агрессивную войну и не выплатит репарации Украине. Зеленский при этом назвал переговоры непростыми, но продуктивными, не раскрыв сначала больше деталей. Принимающий переговоры и высоких гостей Мерц вообще удивил прессу заявлением. Помимо слов о неизменной поддержке Украины, он признался, что иногда думает о том, что все события вокруг — это лишь сон. Иногда я просыпаюсь утром и на какой-то момент думаю, может, мне все это просто приснилось, может, это плохой сон. И в ту же минуту мне становится ясно, нет, это вовсе не плохой сон. А уже во время пресс-конференции Мерц заявил об обращении к россиянам и к Путину от лица Запада. При этом ответить на вопрос, будет ли достигнуто соглашение к Рождеству, не смог. Мы будем делать все, чтобы продолжать обращаться к россиянам, к российскому правительству, чтобы хотя бы как минимум на время Рождества прекратить боевые действия. Киев и Вашингтон услышали друг друга. Заявление по итогам прозвучало уже поздним вечером 15 декабря. Обе команды хорошо поработали во время переговоров в Берлине, подытожил Зеленский. Однако переговоры продолжатся и на повестке вновь территории и гарантии безопасности. Безусловно,
У нас разные позиции с Россией по отношению к территориям. Это нужно понимать и совершенно открыто об этом говорить. И я думаю, что американская сторона как медиатор будет предлагать разные шаги, чтобы найти хоть какой-то консенсус. Международные границы не должны изменяться силой. 12 лидеров ЕС и европейских государств опубликовали заявления по итогам двухдневных переговоров США, Украины и союзников из Европы. Решение о территориях должен принять украинский народ, говорится в документе. Но это произойдет после того, как для Украины обеспечат гарантии безопасности. Запад ждет ответа от Москвы. Трамп же заявляет, что мир близок к миру. При этом он будто ставит точку. Украина потеряла территории, но обещает при этом гарантии безопасности. Мы приближаемся к решению. Мы получаем колоссальную поддержку от европейских лидеров. Они тоже хотят положить этому конец. И в данный момент Россия хочет завершить войну. Проблема в том, что они хотят ее закончить, а потом вдруг передумывают. И Украина тоже хочет закончить войну, а затем внезапно тоже передумывает. Следующие переговоры Украины и США могут пройти уже в ближайшие выходные, предположительно в Майами, сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника. Удар по тылу России. Мировая пресса пишет о громкой спецоперации СБУ. Те, кто били по Крымскому мосту, а также устроили спецоперацию «Паутина», теперь дотянулись до подводной лодки в Новороссийске. В украинских спецслужбах заявляют, что подводная лодка теперь стала окончательно подводной. Варшавянка ушла на дно после применения подводных дронов Sea Baby. В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически утратила боеспособность, говорится в официальном сообщении украинских спецслужб. Там уточняют, что били по Варшавянке, потому что ее Россия использовала для обстрелов Украины. На борту подводной лодки размещались 4 пусковые установки крылатых ракет «Калибр», которые враг использует для ударов по территории Украины. Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки Службы безопасности Украины и военно-морских сил Украины. Стоимость подводной лодки класса «Варшавянка» составляет около $400 миллионов США. В России же заявляют, информация украинских спецслужб не соответствует действительности. Что взорвалось, не уточняют, но уверяют, что подлодка не пострадала. Попытка противника провести диверсию при помощи подводного безэкипажного аппарата не достигла своих целей. Ни один корабль или подводная лодка Черноморского флота, дислоцированные в бухте Новороссийской военно-морской базы, а также их экипажи, в результате диверсии не получили повреждений и несут службу в штатном режиме. Несмотря на это, в российских пабликах уже активно публикуется информация о возможном ответном и комбинированном ударе с применением нескольких сотен дронов, до сотни крылатых ракет, нескольких десятков баллистических, а также ракет «Кинжал». Итак, друзья, время перейти в комментарии и оставить свое мнение. Что думаете о происходящем? Какие впечатления и эмоции у вас? И что бы вы лично сказали президентам России, Украины, США, а также европейским лидерам, если бы могли это сделать? Вероятно, что есть что сказать. Но, пожалуйста, без оскорблений, за это YouTube может отправить вас в бан, согласно правилам платформы. И пока вы пишете, поддержите, пожалуйста, меня лайком, комментарием и репостом, а также подписывайтесь на канал «Время Прядко». А я продолжаю. Запрещенное приветствие в Бундестаге. Немецкая прокуратура предъявила обвинение 60-летнему депутату от партии АДГ Матиасу Мосдорфу за гитлеровское приветствие. Об этом сообщает Welt. По данным следствия, инцидент произошел еще летом 2023 года. Тогда Мосдорф в гардеробной у восточного входа в Рейхстаг поприветствовал однопартийца запрещенным жестом, щелкнув при этом каблуками. В связи с расследованием немецкий парламент лишил политика депутатской неприкосновенности, говорится в материале. Сам Мосдорф решительно отрицает обвинение, говорит, это абсурд и очень странная ситуация. Полный блэкаут. Киев в шаге от круглосуточных отключений света. Об этом сообщает Вашингтон-Пост, ссылаясь на достоверный источник. Сейчас жители столицы сидят без света и тепла по 7 часов подряд, причем электричество отключают 3 раза в сутки. Самая сложная ситуация на юге Украины, в частности в Одесской области. Там полный блэкаут. В темноте почти 500 000 украинцев. Восток Украины близок к энергетическому коллапсу, заявил источник Вашингтон-Пост. Мы, если не на самом краю полного блэкаута на востоке страны, то очень близко к этому, сказал высокопоставленный европейский дипломат на условиях анонимности из-за чувствительности темы. Эксперты сходятся во мнении, что почти невозможно точно предсказать, сколько еще атак потребуется России для достижения цели полного отключения электроэнергии в части страны, включая Киев, поскольку все зависит от того, по каким объектам будут нанесены удары и есть ли у Украины резервные ресурсы для быстрого ремонта.
Из-под Трампа хотят выбить президентское кресло. Бывшая вице-президент США и соперница Трампа на выборах 2024 года, демократка Камала Харрис, собирается вновь побороться за пост президента Америки на следующих выборах в 2028 году. По данным Axios, несмотря на скепсис со стороны лидеров Демократической партии, Харрис остается одним из лидеров рейтингов потенциальных кандидатов от демократов. При этом Харрис интригует сменой риторики. Она уже не боготворит Байдена. Обе партии не сумели сохранить доверие общества, сказала Харрис. Правительство воспринимается как структура, не способная удовлетворить потребности людей. Люди устали от статус-кво и готовы ломать систему, чтобы добиться перемен. Всем спасибо за просмотр, друзья. Хорошего дня. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.